Накшатры указывают на те грани судьбы, которые нельзя изменить. Каждая накшатра состоит из 4 пад и символически соотносится с 4 стихиями и целями жизни. Первая пада — огонь, дхарма — долг. Вторая пада — земля, артха — достаток. Третья пада — воздух, кама — желание. И четвертая пада — вода, мокша — освобождение. Когда седьмой управитель находится в первой паде, в любой из накшатр, это указывает на ситуацию, когда брак или отношения начинаются с недоверия, и благодаря усилиям они постепенно крепнут до такой степени, что в итоге становятся самым большим вашим активом в жизни. Когда огонь маленький, его нужно защищать, а когда он становится сильным, он сам по себе разгорается. Обычно сначала в отношениях много страсти, доминирования и контроля, но для того, чтобы они стали крепкими, нужно много любви, заботы и ласки. Со временем человек начинает принимать своего партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами, и становится с ним одним целым. Огонь имеет тенденцию расти, поэтому эти отношения мотивируются желанием достигать чего-то вместе, что обычно указывает на трудолюбивую пару, которая уделяет время друг другу, работая над чем-то вместе, чтобы была возможность наслаждаться этим позже в жизни. Эти отношения сильно мотивированы чувством дхармы, и измены здесь редкость. Чувство дхармы, чувство правильного выполнения своих обязанностей, чувство того, чтобы быть лучшим супругом, здесь является мотивирующей силой. Но когда есть огонь, то есть и дым, поэтому обычно также возле брака может происходить много негатива, который необходимо игнорировать. Многие люди хотят соблазнить супруга или быть с данным человеком в отношениях. Вокруг этого союза всегда найдутся люди, которые будут говорить плохо о супруге, чтобы пошатнуть веру в него, которую человек ни в коем случае не должен терять. Если он это сделает, это будет его самой большой ошибкой. Когда седьмой управитель находится во второй паде, в любой из накшатр, это указывает на отношения, основанные на возможностях. Здесь человек ради стабильности, который хочет приобрести от данного союза. Обычно, прежде чем войти в эти отношения, есть много отказов и отторжений, и они возникают в тот момент и с тем партнером, с которым у человека даже не было ожиданий. Человек и его партнер могут находиться в кокетливых отношениях друг с другом, но полная преданность по жизни несколько затруднена. Также возможны проблемы со здоровьем, которые могут мешать наслаждаться браком вместе. Семья супруга или его собственная семья могут быть очень тревожны из-за данного союза, и счастье брака в значительной степени ограничено. Это отношения, в которых пара выбрала друг друга для собственного улучшения своей жизни, и как только они узнают, что их супруг больше им не приносит определенную пользу и не соответствует их ожиданиям, то обычно теряется интерес, и это приводит к разрыву. Когда в жизни у партнера случаются негативные события, то это обычно становится проблемой, и постепенно со временем желание дарить счастье друг другу, удовлетворять друг друга угасает. Если человек не прилагает усилия, то отношения начнут становиться поверхностными. Когда седьмой правитель находится в третьей паде в любой из накшатр, изначальная мотивация в данных отношениях заключается в том, что человек хочет показать своему бывшему или тому, кто их ранее обидел, что они могут тоже наслаждаться всеми мирскими вещами. Здесь изначальная мотивация может быть ревность, месть и сексуальные наслаждения. В таком союзе обычно каждый больше заинтересован собой и не вмешивается в жизнь друг друга. Они живут как друзья, у которых тоже есть сексуальные отношения друг с другом и на стороне. Отсутствие интереса или ослабление интереса приводит к тому, что человек начинает искать и хочет попробовать что-то новое, но когда разочаровывается в своих начинаниях, опять возвращается к супругу, понимает того, что он хочет, никто ему дать не может, поэтому лучше остаться. Как правило, в таких отношениях есть проблема выражения. Хотя человек может захотеть что-то сделать для своего супруга, но у него не получается из-за каких-то проблем или из-за несовпадения образов жизни и интересов. Здесь обычно люди не проявляют никаких признаков любви, заботы друг о друге, и со стороны кажется, что это пара, которая не заботится друг о друге, но в трудные времена они объединяются в единую силу. В данном союзе требуется больше усилий даже для небольшого счастья, чтобы быть связанными и преданными друг другу, так как это предполагает много усилий. Когда седьмой управитель находится в четвертой паде в любой из накшатр, в этом сценарии человек не может сразу выразить свою любовь. Его проявление очень медленное, и это иногда может заставить партнера почувствовать, что его не любят, хотя это не является реальностью. Здесь эмоциональные отношения, в
которых даже при небольшом изменении поведения супруга человек легко разочаровывается и может впасть в депрессию. Обычно у человека есть печальный опыт, связанный с любовью, который он приобрел до данных отношений, что делает его самым грустным или скептичным в своем подходе и мешает ему изначально получить удовольствие в браке. Только после того, как партнер приложит серьезные усилия в течение длительного периода времени, человек начинает чувствовать, что любовь действительно может прийти в его жизнь. Неверие превращается в веру, и тогда он способен наслаждаться супружеской жизнью. Здесь человек в итоге принимает другого в беде и в радости, и готов пройти вместе и трудности, и наслаждения. Очень сильная связь с партнером. Человек может быть предан ему больше, чем своим членам семьи или даже себе. Отношения обычно развиваются очень хорошо, но весьма подвержены к внешнему влиянию общества и другим аспектам. Также необходимо научиться контролировать свои эмоции и информацию, с которой человек делится с другими.